Древний дракон пустоты – самый загадочный волшебный зверь на континенте Доуци. Ходят слухи, что они могут перемещаться по пустым измерениям по своему усмотрению и являются идеальными ездовыми животными для путешествий по пространству. Их сила – это то, о чем даже не нужно упоминать, потому что древний дракон пустоты использует небесного феникса в качестве еды. Племя древнего дракона пустоты раскололось на 4 части вскоре после того, как пропал отец Цзиянь. Остров драконов также был разделен. Джукунь, отец Цзиянь и бывший император древних драконов пустоты, а также один из 4 сильнейших личностей на континенте. Почему бывший? Потому что теперь Цзиянь, после поглощения фрукта происхождения дракона и феникса и после пробуждения крови, стала законным, полноправным правителем драконов пустоты. Джукунь сильный и властный, решительный в своих действиях и очень любит свою дочь Цзиянь. Он родился 1000 лет назад и сумел достичь 9 звезд святого. Джукунь, как дракон пустоты, обладает истинным телом зверя и человеческой формой. Тело древнего дракона пустоты, его размер не поддается описанию. Его глаза слабо-красного цвета с перекрывающимися зрачками. Одни только его глаза в сотни раз больше, чем у обычного человека. Все его тело пурпурно-золотистого цвета, и его тело покрыто холодной крепкой чешуей. В форме человека это мужчина средних лет с фиолетово-золотыми волосами и парой золотых глаз, наполненных сильным давлением. Он жил еще во времена, когда последний император Доуди не исчез, и потому его видение и взгляд на мир намного шире, чем у таких людей, как Сяо Сюань, Гу Юань и Хун Тяньди. Только представьте себе, насколько это древний эксперт, ведь Джукунь застал последнего Доуди, живущего на континенте. Джукунь посвятил себя поиску пути к настоящему прорыву в уровень бога или Доуди. В ходе своих поисков он однажды столкнулся с древним императором Тоше, но вызвал его гнев и был заточен в подземелье, став хранителем руин его особняка. Так он оказался на дне мира магмы, что находится глубоко под Академией Цзянань. Да, как видим, причина ухода Джукуня из племени – это не собственная прихоть, это стремление достичь вершины сил этого континента. Как император племени драконов, он больше всего заботился о своем народе. Лишь став по-настоящему сильным, он мог бы защитить его. Джукунь еще 1000 лет назад достиг пика уровня святого. Однако из-за нехватки исходной энергии на континенте, необходимой для прорыва на уровень Доуди, он не смог продвинуться дальше. В таком тупике он искал способы, как можно преодолеть этот барьер. Узнав, что в обители Тоше хранится императорская зародышевая пилюля, или также известная как эмбриональная пилюля императорского уровня, содержащая ту самую энергию, он решился на рискованные путешествия. Но мы знаем, что было дальше. Ловушка древнего императора Тоше. На самом деле, главной ценностью в обители была не пилюля, а кое-что другое. Чтобы защитить это, император Тоше установил особую печать у входа. Как только Джукунь прикоснулся к ней, он был немедленно запечатан и превращен в хранителя входа. При этом он даже не смог проникнуть вглубь обители или особняка Тоше. Благодаря долгой жизни волшебных зверей он сумел дожить до наших дней, сохранив свою силу и даже немного увеличив ее. Это немного объясняет реальный возраст Цзиянь. Ведь подумайте, как упоминалось, Джукунь ушел на поиски древней пещеры Тоше вместе с Цзиянь. Есть даже такая версия, что она была еще в яйце, когда отец ушел вместе с ней из племени древних драконов пустоты. Так вот, с момента исчезновения императора Джукуня прошли 1000 лет. Какой же тогда возраст у Цзиянь? Вероятно, взросление и возраст у древних драконов пустоты уж очень сильно отличаются от человеческих, иначе Цзиянь уже была бы старушкой. Что касается реальной боевой мощи, на том же уровне силы Джукунь, как представитель древнего драконьего клана, обладает телом, значительно превосходящим человеческое. И в силе, и в наследии, и родословной он превосходит Хун Тяньди. По характеру он решителен, властен и не терпит возражений. Изначально он был заточен из-за желания заполучить сокровища императорской гробницы, но после освобождения быстро восстановил контроль над племенем дракона. Позже он даже помог Сяо Яню и другим в борьбе против Хун Тяньди. В
Вполне возможно, среди всех 9-звездочных святых, таких как Гуюань и Хунтяньди, Джу Кунь самый сильный. Почему можно сделать такой вывод? Джу Кунь, как император древнего племени драконов пустоты, обладает телом невероятной прочности и силой крови, с которой не может сравниться ни одно другое волшебное существо. Даже пройдя через тысячелетние испытания в обители древнего императора Тоше, он сохранил колоссальный боевой опыт и огромные запасы энергии, значительно превосходящие показатели Гуюаня и Хунтяньди. В поединке 1 на 1 Джу Кунь, благодаря своей мощной физической силе, способен подавить Гуюаня. Однако, при столкновении с Хунтяньди, получившим поддержку пламени пожирания пустоты, ему уже сложно добиться быстрой победы. Сила Хунтяньди значительно возрастала за счет этого небесного пламени. В то же время Гуюань, благодаря упорной тренировке, овладел чистой огненной боевой энергией, укрепив свою основу. Во время ожесточенной битвы в горах Погребенных Небес Гуюань пошел в наступление на Хунтяньди. Хотя ему и не удалось нанести решающее поражение, в открытом бою их силы были примерно равны. Ни один не мог одержать уверенную победу. Клан Хунь занимает первое место среди 8 древних кланов, располагая 15 высокоуровневыми бойцами уровня святого. На этом фоне клан Гу выглядит значительно слабее. А после исчезновения Джу Куня внутри древнего клана драконов начались внутренние разногласия, что привело к серьезному ослаблению их боевых позиций. Если рассматривать весь континент Доуци, то единственными живыми 9-звездными святыми поздней стадии являются Гуюань, Хунтяньди и Джу Кунь. В новелле Джу Кунь все еще является императорской душой и даже обладает сильнейшей физической силой. Из-за этого он является сильнейшим человеком на всем континенте Доуци на этой стадии. Но даже такой сильный человек был заперт в пещере древнего императора Тоше на 1000 лет. Это доказывает, что Доуди все еще намного сильнее пикового 9-звездного святого Доушен. Даже если есть только тонкая линия разделения, это непреодолимая пропасть. Кроме того, барьер, установленный Доуди, не могут сломать даже десяток экспертов 9-звезд святого. Почему Джу Кунь за 1000 лет так и не стал Доуди? К сожалению, он не смог заполучить пилюлю императора, которая помогла бы ему продвинуться в класс Доуди. В противном случае, континент Доуци увидел бы нового эксперта на уровне бога, и это был бы Джу Кунь, отец Зиянь. Скоро ли мы его увидим? Он появляется в первый раз, когда Сяо Янь снова вошел в мир магмы и нашел древний божественный особняк Тоше. Но встреча Сяо Яня и Джу Куня была крайне негативной и полной опасности. Император драконов пустоты даже захотел убить Сяо Яня. Можно представить, что почувствовал Сяо Янь, столкнувшись с враждебностью существа на пике 9-й звезды святого. А что привело к этой ситуации и как Сяо Янь вызвал гнев Джу Куня, мы рассмотрим в будущих видео. Как всегда, очень нужна ваша поддержка в виде лайков, комментариев и подписки. Это очень помогает в продвижении роликов. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам сила императора драконов Джу Куня. Действительно ли он сильнейший среди 9-звездочных святых? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.